Впервые классический тяжеловес от Honda, модель CB1300, была представлена в 1997 году в качестве преемника Honda CB1000. Официальное производство модели началось с 1998 и с минимальными изменениями этот мотоцикл производится уже 24 года. Причем изначально рынком сбыта была только Япония. И именно по этой причине 1284-кубовая четверка жидкостного охлаждения выдавала всего 100 лошадиных сил максимальной мощности и 119 ньютон-метров крутящего момента. Этот двигатель с незначительными изменениями перекочевал сюда от Honda X4, выпущенного годом ранее. Мотоцикл имеет стальную дуплексную раму, классические подвески в виде простой 45-мм телескопической вилки с ходом 120 мм спереди и двух амортизаторов с ходом 110 мм сзади. Мощные дисковые шестипоршневые передние тормоза, которые в 2001 году были заменены на четырехпоршневые, пятиступенчатую коробку передач, топливный бак на 21 литр и 273 кг снаряженной массы. В 2003 году выходит второе поколение Honda CB1300, которое японцы и начали поставлять в Европу, Азию и некоторые страны Южной Америки. Главным обновлением стал, конечно же, инжекторный двигатель с более тонким блоком цилиндров и новой системой зажигания. Максимальная мощность повысилась до 115 лошадиных сил, а крутящий момент снизился почти до 117 ньютон-метров и стал доступен с 6000 оборотов в минуту. Однако японские версии так и остались с мощностью в 100 лошадиных сил. Мотоцикл получил облегченную на 7 кг раму и уменьшенную колесную базу на 30 мм. Изменилась задняя подвеска, которая стала без рычагов прогрессии ProLink, а передняя вилка стала 43 мм. Визуально второе поколение от предшественника можно отличить по отсутствию ребер на двигателе, более острому хвосту и выхлопной системе, которая потеряла один глушитель. В общем, мотоцикл похудел до 252 кг, а также появилась версия с ABS. В 2005 году появляется версия Super Bold Door, в Европе CB1000S, которая получила полуобтекатель, прямоугольную фару и бардачки слева и справа, примерно по 1 литру каждый. Также в этот модельный год внесены небольшие изменения в систему впрыска и зажигания для повышения скорости реакции двигателя на низких оборотах. Обе версии получили колесные диски золотого цвета. Несмотря на приличный вес, Honda CB1300 вне зависимости от версии разгоняется от 0 до сотни за 4 секунды, а максимальная скорость составляет 220 км в час. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км, что при баке в 21 литр обеспечивает запас хода не менее 300 км. Также в 2010 году японцы выпустили туристическую версию Honda CB1300 ST Super Touring. Мотоцикл получил боковые кофры по 29 литров, комбинированные тормоза с ABS, другую выхлопную систему, которая снизила максимальную мощность до 100 лошадиных сил, а крутящий момент до 113 ньютон-метров, и более мощный генератор. Высота по седлу снизилась до 780 мм, задний стоп-сигнал стал светодиодным. Снаряженная масса выросла до 284 кг.
Модель была доступна до 2014 года, и как ни странно, именно после ее снятия с производства появилась шестиступенчатая коробка передач, хотя для туриста она куда важнее, чем для обычной версии. Затем в 2017 году Honda полностью остановила производство модели и возобновила его в 2017 и только для японского рынка, где вскоре были представлены новые модификации SP, которые отличаются более дорогим оснащением, в частности подвесками Öhlins и передними моноблочными тормозами Brembo. Плюс к этому появился подогрев ручек руля и проскальзывающее сцепление с помощником выжима. Последнее же обновление было в 2021 году. Основные изменения коснулись электронного оснащения мотоцикла. В частности, добавился электронный дроссель, круиз-контроль, режимы езды, трекшн-контроль и квикшифтер в качестве опций. Мощность теперь составляет 113 лошадиных сил, а снаряженная масса 266 кг. Сейчас в Японии за новенькую легенду просят 1 миллион 600 тысяч йен, что примерно 900 тысяч рублей.タイムの方は1分44秒です。